Всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале, и сегодня я решила снять небольшой интересный мастер-класс. Он более, конечно, подойдет для новичков, потому что он будет подробным, а также потому что мы будем плести однослойные красивые серьги с бисером. Посмотрите, вот, пожалуйста, работа. И я сейчас хочу показать вам, как же я их сплела подробно. Кстати, обратите внимание, мне писали, куда же делась моя салфетка с видео, и я решила ее снова добавить на фон. Очень надеюсь, что вас она не сильно будет отвлекать от картинки. Ну что же, давайте приступим к плетению. Для начала нам, конечно же, понадобятся нитки. У меня это Love Sun 170L. Плести я буду, конечно же, в одно сложение. Далее я решила взять прям в тон похожий бисер. Нам его понадобится всего лишь 18 штук на одном из челноков. На второй челнок мы ничего не набираем. Также из инструментов нам понадобится пара челноков с намотанной нитью. В принципе, нитки я наматываю для работы немного. Крючок и ножницы. И не забываем также про зажигалку. Для начала нам понадобится связать два конца нити. И посмотрите, пожалуйста, на ваших экранах сейчас появилась схема полностью. Единственное, она без обозначения узлов. Если вы хотите плести просто по схеме, то подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я выкладываю свои схемы и подписываю, сколько узлов должно быть в каждом из колец. Итак, начинаем плетение мы с бокового колечка. 10 пико 10. Но так как в работу мы должны будем плести бисер, нам нужно будет подогнать 2 бисеринки в кольцо. Вот они. Подгоняем и начинаем плести работу. Не забываем также сразу спрятать хвостик нити. Я это делаю в 2-3 узелка. Постоянно об этом вам говорю. Еще я также люблю сплести пару узлов, а потом отрезать вот этот хвостик и опалить дополнительно это место зажигалкой, чтобы прям точно наверняка зафиксировать. Итак, я сплела 10 полных узлов и теперь подгоняю 2 бисеринки. Мы их будем вплетать сразу в одно пико. Далее я доплетаю еще 10 узлов, и работу можно будет затянуть. После того, как мы сплели и сформировали первое колечко, мы должны поменять челноки местами и начинаем плести дугу. Она у нас будет состоять из 6 узлов. Также в этом же месте нам нужно будет сразу в начале дуги вплести хвостик, который у нас остался вот второй от нашей нитки. Здесь я выполняю все те же манипуляции, то есть я плету пару узлов, а потом обязательно отрезаю хвостик и опаляю его зажигалкой. Итак, я сплела 6 узлов, далее мы будем плести интересный элемент, это кольцо на дуге. Мы снимаем челнок с руки, и им мы будем плести как раз таки кольцо на дуге. Если вы не знаете, то обязательно посмотрите в интернете, как плетется правильно данный мотив. Плетем колечко 4 пико, 2 пико 4. Колечко затягиваем. Смотрите, чтобы у вас не оставалось ножки после того, как вы сплели кольцо. И далее мы начинаем плетение следующего элемента. Продолжаем доплетать дугу. Нам осталось плести 9 узелков. Учтите, что схема рассчитана именно под вплетение бисера. Если вы захотите сплести без бисера, то тогда вам, скорее всего, немножко придется корректировать схему. Я не уверена, как именно. Возможно, где-то нужно будет поменять дуги, либо же где-то нужно будет поменять кольца. Не сильно, но все равно разница должна быть.
Итак, я сплела 9 узлов. Далее мы переворачиваем, меняем челноки местами и начинаем плетение трехлистника, то есть верхушки. Первое колечко у нас плетется по схеме 6 пико, 11 пико, 3. Но при этом после первых 6 узелков мы должны будем выполнить соединение за предыдущее кольцо, в котором у нас вплетен бисер. Вот сюда. Плетем первых 6 узлов. Далее выполняем соединение за пико от предыдущего колечка. Я, видите, немножко перетянула пико, поэтому мне сложно выполнить соединение. Не повторяйте моих ошибок. И когда вы вплетаете бисер, делайте его чуть-чуть посвободнее, для того, чтобы вам было просто комфортнее выполнять соединение со следующим мотивом. Так, далее мы должны сплести 11 узлов. После этого делаем небольшое соединительное пико и 3. Доплетаем, затягиваем. Вот, посмотрите, как у нас выглядит работа. Кстати, по поводу того, как вплетать бисер, я вам сразу покажу, что по данной схеме, когда я плела, у меня пробник не получился. Вот, посмотрите, у меня здесь стал он убегать. А все из-за того, что просто я вставила бисер посередине. Поэтому смотрите, если вы будете менять схему, то обязательно пересчитывайте узелки в работе. Так, далее мы продолжаем плетение следующего колечка, но мы в него уже будем вплетать 3 бисеринки, поэтому сразу подгоняем их к работе и плетем по схеме пико, 10 пико, 10 пико, 3. Плетем без отступа сразу по одной к предыдущему кольцу. После первых 3 выполненных узлов мы должны будем выполнить соединение. Далее плетем 10 узлов. Делаем небольшое соединительное пико. Плетаем наши 3 бисеринки сразу в одно пико. Еще плетем 10 узлов, пико, 3. После этого работу можно будет затянуть. Колечко готово. Вот, посмотрите, что же у меня получилось. Приступаем к плетению следующего колечка. Плетется оно у нас по схеме 3 пико, 11 пико, 6. Но при этом к кольцу мы должны подогнать 2 бисеринки, так как их мы будем вплетать в наше пико. Плетем сначала 3 первых узла. Далее мы должны выполнить соединение за пико от предыдущего колечка. После этого плетем 11 узлов. Подгоняем в пико 2 бисеринки, вплетаем их. И заканчиваем работу еще 6 узлами. И вот готовый результат. Далее мы продолжаем плетение уже дуги, поэтому обязательно меняем челноки местами. Плетем в начале первых 9 узлов. Далее плетем кольцо на дуге тем же челноком. Снимаем его с руки, продолжаем плетение. Кольцо на дуге у нас будет плестись по схеме 4 пико, 2 пико, 4. Но после первых 4 узлов мы должны будем выполнить соединение за пико от центрального колечка, которое у нас здесь есть. Итак, выполняем соединение. Плетем 2 узла, делаем небольшое соединительное пико и 4 узла. Колечко можно будет затянуть.
Центральные кольца очень маленькие, поэтому внимательно затягивайте и плетите их. Так, вот, посмотрите, как выглядит работа. Сейчас я доплету вторую половину дуги, и дуга у меня будет ровной. Далее мы продолжаем плетение дуги. Плетем еще 6 узлов. Не забываем подтягивать узелки. И вот посмотрите, как ровно у меня получилось после того, как я подтянула работу. Далее мы меняем челноки местами и продолжаем плетение следующего мотива. Мы плетем кольцо 10 пико 10. При этом никакой бисер мы вплетать в колечко не будем, просто присоединим его к нашему трехлистнику. Начинаем плести в начале первых 10 узелков. После этого мы будем выполнять соединение за пико, в котором есть бисер, вот сюда. Я опять его немножко затянула сильно, поэтому туговато входит крючок. Выполняем соединение. Обязательно подтягивайте ниточку, чтобы ее не было заметно, а то может образовываться петля при затягивании. Далее плету еще 10 узелков. Так, продолжаем плетение. Теперь мы плетем тем же самым челноком, но кольцо в другую сторону. Здесь мы уже будем вплетать бисер, поэтому сразу же подгоняем 2 бисеринки к работе. Кольцо мы будем плести по схеме 8 пико 5. Начинаем плетение. Плетем в начале первых 8 узлов. Далее подгоняем в пико 2 бисеринки и доплетаем работу до конца, сплетя еще 5 последних узлов. Далее мы меняем челноки местами и теперь начнем плести дугу из 5 узелков. Максимально близко начинайте плетение, чтобы у вас не было промежутков в работе. Так, я сплела 5 узлов, подтянула, обязательно подтягиваю дугу, снимаю челнок с руки и продолжаю плетение кольцо на дуге. Плестись оно у нас будет по схеме 4 пико, 2 пико, 4. Но при этом мы снова после первых 4 сплетенных узелков должны будем выполнить соединение за пико от предыдущего колечка по серединке, вот здесь. Сплели 4 узла, выполняем соединение. Продолжаем плетение, еще 2 узла, пико 4. Колечко затягиваем. Вот, посмотрите, уже одна часть, почти половина у нас готова. Далее мы продолжаем плетение дуги, еще 5 узлов. Затягивайте максимально сильно дуги, не забывайте. Я сплела еще 5 узлов. Далее меняю челноки местами, продолжаю плетение бокового кольца. Колечко будет плестись по схеме 5 пико 8, но при этом бисер мы уже здесь не вплетаем, так как предыдущее кольцо мы в пико уже вставили 2 бисеринки. Плетем первых 5 узлов. Далее мы будем выполнять соединение за пико вот здесь. Протаскиваем. Смотрим, чтобы у нас бисеринки легли ровно. Далее мы плетем еще 8 узлов. И колечко можно затянуть.
Затянули, плетем следующее кольцо. Оно, как вы уже поняли из схемы, 10 пико 10. Подгоняем 2 бисеринки, потому что у нас здесь будет соединительное пико. Плетем первых 10 узлов. Далее подгоняем бисер в пико, вплетаем его. Туго пико не затягиваем, для того, чтобы нам было удобнее потом выполнять соединение в работе. И доплетаем еще вторую половину колечка, это 10 узлов. Итак, вот готовое колечко. Далее мы должны сплести дугу. Начинаем ее плести с первых 6 узлов. Дугу подтянули, и после этого снимаем челнок с руки, продолжаем плетение уже колечка на дуге, плетем его по схеме 4 пико 2 пико 4. После первых 4 узлов мы выполняем соединение за пико от предыдущего центрального кольца. Так, я 4 узелка сплела и выполняю соединение. То есть центр у нас плетется везде одинаково. Далее плетем 2 узла, делаем небольшое соединительное пико. И еще 4 узла. Колечко затягиваем. Далее мы продолжаем плетение дуги. Нам нужно сплести еще 9 узлов. Обязательно подтягивайте. Снова подтянули. И переворачиваем работу, меняем челноки местами, продолжаем плетение трехлистника по серединке. Не обращайте внимания, что сейчас у вас работа немножко как будто бы убегает в бок, но когда мы сейчас соединим вот эту часть, работа у нас ляжет на место. Мы будем плести кольцо 6 пико, 11 пико 3. Никакой бисер здесь в работе мы не вплетаем. Плетем в начале первых 6 узлов. Далее будем выполнять соединение за пико от предыдущего кольца. Следим, чтобы ниточка у нас легла ровно посередине. Далее продолжаем плетение колечка, это еще 11 пико 3. Следующее колечко мы должны будем вплести 3 бисеринки, поэтому сразу же подгоняем их к работе. Начинаем плетение с первых 3 узелков. 3 пико, 10 пико, 10 пико 3. После этого выполняем соединение за пико от предыдущего колечка. Далее еще 10 пико 3. Сплели 10 узлов, и теперь подгоняем наши 3 бисеринки, которые мы должны вплести в кольцо. Продолжаем дальше плетение. Еще 10 узлов пико 3. Кольцо затянуто. И вот видите, у нас уже очертания сережки начинают проявляться.
Далее мы плетем следующее кольцо, но в него мы должны вплести 2 бисеринки, поэтому сразу их подгоняем. Плетем кольцо по схеме 3 пико, 11 пико, 6. Плетем в начале первых 3 узелка и выполняем соединение. Выполнили. Далее еще 11 узлов. Подгоняем 2 бисеринки и вплетаем их в пико. Заканчиваем работу еще 6 узлами. Итак, у нас прям финишная прямая, осталось еще чуть-чуть. Меняем челноки местами и начинаем плести дугу из 9 узлов. Сплели дугу и теперь снимаем челнок с руки, начинаем плетение центрального колечка, плетем его по схеме все той же 4 пико, 2 пико, 4. Опять выполняем соединение после первых 4 узлов. Сплели 4 узла. Выполняем соединение. Плетем еще 2 пико, 4. Далее мы должны сплести вторую половину дуги, это еще 6 узлов. Подтянули. И теперь плетем следующее колечко. Естественно, поменяв челноки местами, мы плетем кольцо 10 пико 10. Бисер не вплетается, он у нас плетен ранее в работу. Поэтому последние 2 бисеринки мы немножко уберем подальше на челноке и оставим для следующего колечка. Начинаем плести первых 10 узлов. Не обращайте внимания, это у меня хвостик уже торчит. Так, выполняем соединение за пико от предыдущего кольца. И плетем вторую половину колечка, еще 10 узлов. Далее мы должны сразу же начать плетение следующего колечка. Плетем мы его по схеме 8 пико 5. Но при этом нам нужно еще дополнительно вплести бисер в работу. Поэтому последние 2 бисеринки подгоняем к нашей рабочей нити. Начинаем плести в начале первых 8 узлов. Далее в пико подгоняем
2 бисеринки, вплетаем в работу и доплетаем колечко до конца, еще 5 узелков. Переворачиваем работу и начинаем плести дугу. Она у нас будет состоять из полных 5 узлов. Сплели 5 узелков и снимаем челнок с руки, продолжаем плетение уже центрального колечка. 4 пико, 2 пико, 4. Заметьте, что у нас соединение в этот раз будет с двух сторон, то есть мы вначале плетем 4 узла, выполняем соединение за предыдущее кольцо посерединке. Далее мы плетем 2 узла. Я работу свожу, чтобы мне было удобней. Сплела 2 узла и выполняю соединение со следующим колечком, то есть первым. Вот здесь. Очень просто и быстро. Мотив у нас замкнутый. Доплетаю еще 4 узла. Уже не совсем удобно, потому что работа у нас почти готова. Так, и затягиваю. Смотрите, теперь нам осталось сплести вторую половину дуги, еще 5 узелков. Обязательно хорошенько подтягивайте. Это очень важно. Сплели 5 узлов, и смотрите, вы можете либо присоединиться к нашему первому колечку вот здесь, но я этого делать не буду, мне проще вшить. Поэтому я отрезаю хвостик, который у меня был от дуги, вот здесь, и сплету последнее колечко, но при этом мы при плетении кольца должны будем заправить также хвостик, а потом я уже оставшимся хвостиком пришью работу к самому началу. Возможно, вы подумаете, что я делаю неправильно, но мне кажется, что это самый незаметный способ, потому что именно таким же способом я сплела первую сережку. Здесь соединение практически не видно. Мы должны сплести кольцо по схеме 5 пико 8. Поэтому я плету в начале первых 5 узлов. Обязательно в 3 узелка я буду заправлять хвостик. Если этого не сделать, то он может немножко убежать, когда буду затягивать кольцо. Мне это не нужно, и поэтому я его еще дополнительно буду опалять зажигалкой. Итак, вплела. Теперь подтягиваю еще раз. Итак, я сплела 5 узлов, и теперь буду выполнять соединение. Переворачиваю работу, чтобы мне было комфортнее его выполнить, потому что я его тут немножко прикрутила. Так, выполняем соединение за пико, то есть ничего нового здесь у нас не появляется, все то же самое. У меня нитка уже разматывается. Вот видите, она уже стала распускаться. Так, нужно по-быстрому доплести еще 8 узлов и затянуть колечко. Затягиваю. Все, у меня все готово, но, как видите, у меня сейчас мотив не соединен между собой. Поэтому я оставляю длинный хвостик, и им я буду вшивать в узелки свою работу и фиксировать, естественно, зажигалкой. И начинаю пришивать именно в узелки. То есть смотрите, чтобы у вас не было ничего заметно. То есть вот я сейчас протаскиваю. Смотрите, вот уже сейчас, даже на этом этапе, у меня незаметно само соединение. Далее я, естественно, сейчас переверну работу, пройдусь еще здесь, с этой стороны. Подтягиваю обязательно.
И далее начинаю просто проходиться в узелки. Ну, примерно 3 узелка, я думаю, будет достаточно. Я прохожусь именно в шляпке. Смотрю, чтобы при этом дуга не перекручивалась. То есть обязательно внимательно за всеми нюансами слежу. Если упустить какой-то момент, то может потом нитка быть немного заметной. Так, сейчас я еще раз пройдусь на изнанку и все. Подтягиваю и фиксировать будем. Узелки у меня сплетены туго, поэтому мне сложно протащить. Так, я подтягиваю последний раз, чтобы у меня все лежало ровно. И только после того, как я вижу, что у меня работа лежит ровно, я отрезаю хвостик. Оставляю прям опять 1 миллиметр и опаляю зажигалкой. Все. Прижимаю пальчиком. И посмотрите, соединение у меня практически незаметно. Работа у нас лежит ровно, но я, скорее всего, еще дополнительно ее отпарю. Ну что же, в этой работе нам остается только надеть швензы. Сверху я их буду вставлять прям в пико, то есть ничего сложного. Как одевать швензы, я показывать не буду, здесь в принципе никаких сложностей нет. Ну что же, я очень надеюсь, что данный мастер-класс был интересным и полезным для вас. Если вам он понравился, то обязательно ставьте мне пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. А на сегодня я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока.